Приветствую вас, уважаемые садоводы и огородники! В этом видео вы узнаете, что делать в октябре в саду и огороде. 15 важных дел. Вот и наступил октябрь. Каждый дачник знает, что подготовка к новому сезону начинается задолго заранее. Дел в октябре очень много. Надо не только собрать оставшийся урожай, но и подготовить грядки к новому урожаю. Итак, решению каких задач стоит уделить время в октябре. Первая задача. Соберите урожай поздних сортов плодовых деревьев и огородных культур, например, поздние сорта капусты, свеклы, моркови, хрен. Задача вторая. Проведите завершающую обрезку деревьев и кустарников, удаляя сухие, поломанные или поврежденные болезнями и вредителями ветви. В следующих видео я расскажу, как это правильно сделать, чтобы деревья оставались здоровыми. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Третья задача. Уберите опавшие листья. Их вы сможете использовать для приготовления перегноя, рассадного грунта, субстрата для мульчирования, укрывного материала. Ни в коем случае не используйте листву, собранную под зараженными деревьями. Четвертая задача. Перекопайте почву под деревьями. В случае, если на участке тяжелый глинистый грунт. Перекопайте грядки на глубину 15-20 см. Перекапывание грунта будет полезно при борьбе с вредителями, так как с наступлением холодов вредители ищут себе укрытие именно в земле, либо в коре деревьев. Пятая задача. Внесите удобрения под 3-4 годовалые деревья, так как они нуждаются в дополнительной подкормке. Под деревья моложе 10 лет на 1 квадратный метр внесите 2 столовые ложки суперфосфата и 1 столовую ложку сернокислого калия. Если же дереву более 10 лет, то увеличьте дозировку вдвое. Шестая задача. Проведите профилактику почвы против болезней. Для обработки отлично подходят препараты на основе меди, например, бордоская смесь, бронекс, купролюкс и другие. Седьмая задача. Замульчируйте приствольные круги слоем не менее 5-10 см. Осеннее мульчирование почвы решает несколько задач, защищает растения от резких перепадов температуры и служит дополнительной подпиткой в весенний период. Восьмая задача. Если климатические условия вашего региона позволяют, то высадите молодые саженцы. Обычно в северных регионах посадки заканчивают к 10 октября, в средней полосе до 15 числа. Садоводы же южных регионов могут себе позволить не торопиться. У них завершение посадочного сезона обычно наступает ближе к середине ноября. Девятая задача. Побелите деревья. Защитный слой извести убережет кору от перепадов температуры и защитит не только от вредителей, но и от солнечных ожогов. Обратите внимание, чтобы не обновлять побелку, то лучше проводить ее при температуре выше плюс 5 градусов и в сухую погоду. Задача 10. Проведите ревизию урожая, заложенного на хранение. Просушите, отсортируйте и утилизируйте испорченные овощи. 11 задача. Подготовьте к зимовке теплицу. Промойте и проведите дезинфекцию каркаса, стен и поливной системы. Замените или обеззаразьте грунт, а также внесите удобрения. 30-40 граммов суперфосфата и 20-25 граммов калийной соли на 1 квадратный метр. Задача 12. Заготовьте землю для рассады, так как от этого зависит качество будущего урожая. Для каждой огородной культуры необходима определенная почвосмесь. О том, как приготовить правильную смесь для рассады, вы узнаете в следующем материале. Задача 13. Подготовьте грядки для озимого лука и чеснока, а также укропа, петрушки, моркови и проведите посев. Задача 14. Скосите подросшие сидираты и заделайте их в землю. Это поможет восстановить плодородие почвы. Они разрыхляют грунт и препятствуют разрастанию сорняков. Задача 15.
Проведите работы и на газоне. Очистите газон от опавших листьев, скосите слишком высокую траву. Это поможет насытить корни травы кислородом и профилактирует застой воды. В первых числах октября засейте проплешины в газоне. За 7-10 дней до первых заморозков подкормите газон. Осенью не вносят азотные удобрения, а применяют добавки с высокими дозами калия и фосфора. А какие планы на октябрь составили вы? Поделитесь вашим опытом в комментариях. Мне будет интересно. Друзья, если понравилось, то не забывайте поставить лайк и подписаться на канал Садэксперт, чтобы не пропустить новые выпуски. Надеюсь, эти советы пойдут вам на пользу. Желаю всем обильного урожая!